Когда Том Круз стал продюсером первого фильма «Миссия невыполнима», он настоял на том, чтобы он сам выполнял все опасные трюки. С тех пор, как мне кажется, он стал адреналиновым наркоманом, в хорошем смысле этого слова, и испытывает себя по полной в каждом своем новом фильме. К примеру, на съемках фильма «Миссия невыполнима. Последствия» он научился управлять вертолетом, а также полетал на нем, ухватившись за его раму одной рукой. Том Круз 106 раз прыгнул с парашютом ради нескольких кадров для фильма, и это после того, как он уже успел сломать ногу. Нечто подобное случалось и в других фильмах этой франшизы, где он неоднократно подвергал свою жизнь риску. Об этом и будет мое сегодняшнее видео. Сцена представления агента Ханта во втором фильме «Миссия невыполнима» прочно ассоциируется с самой серией и персонажем, так как она не имеет особого отношения к сюжету. Нам показывают героя, которому нравится рисковать, преодолевать препятствия и при этом хорошо выглядеть. Сам Том говорил, что он никогда так не веселился, как на съемках этой сцены. А вот режиссер Джон Ву вспоминал, что ему было так страшно, что он не мог смотреть на экран из-за страха за актера, который прыгал с одной скалы на другую с одним страховочным тросом. В результате одного из таких прыжков на скальный карниз Круз ушиб себе ногу, но результат того стоил. Перед съемками этой сцены актеру проводили консультацию скалолазы и профессиональные каскадеры, но такой техники, как в фильме, в реальной жизни просто не существует. Все эти эффектные прыжки и подтягивания сделаны ради красивых кадров. Но в любом случае, Том Круз сам ползал по скалам во всех дублях, кроме того момента, где Хан соскальзывает с обрыва. Спустя 15 лет, уже на съемках пятой миссии, Крузу все еще не надоело выполнять опасные для жизни трюки самому. Более того, ему уже стало мало скал и крыш домов, на этот раз его потянуло на самолет. В этой сцене Том хватается за люк самолета и в буквальном смысле болтается, держась за него, когда самолет взлетает. В этой сцене также не было никаких дублеров и каскадеров. Во время трюка актера фиксировал страховочный трос, но никто не мог гарантировать стопроцентную безопасность. Во время съемок этой сцены у актера были надеты беруши и специальные линзы, которые закрывали весь глаз, так что по факту актер ничего не слышал и не видел. Вдобавок, выхлоп двигателей самолета был чрезвычайно токсичен. Также проблема еще была в мусоре, потому что во время взлета самолета в Круза прилетели камешки. По некоторым данным, один из них сломал актеру ребро, но официального подтверждения этому я не нашел. Но сам актер сказал, что это было похоже на расстрел. И это повезло, что в него не врезалась какая-то птица, потому что ощутилось бы как пушечное ядро. С режиссером и командой актер общался с помощью знаков. К примеру, чтобы остановить съемки, он должен был дотронуться до своей головы. В первом фильме «Миссия невыполнима» главный герой Итан Хант дрался на крыше сверхскоростного поезда в тоннеле под Ла-Маншем. Против Итана был главный злодей и вертолет, в котором Жан Рено пытался отрезать Крузу голову лопастями. В отличие от сцены с самолетом, в этой использовалась в основном компьютерная графика. Один из первых удачных примеров использования новых технологий в фильмах. Но к этому всему была построена специальная модель поезда, а Том придумал использовать аэротрубу, чтобы Итана Ханта хорошенько обдувало ветром. Когда вертолет взрывается, Итана отбрасывает к поезду, прямо на зрителя. В этой сцене Круз в буквальном смысле взлетает без какой-либо страховки на потоке воздуха от трубы. Актер прыгал так несколько раз и бился о крышу поезда, и под конец съемки он был буквально черный от гематом. И все это ради реализма. У Круза также в полной мере удался штурм небоскреба в серии «Протокол Фантом». К тому же это не просто небоскреб, а самое высокое здание в мире – башня Бурдж-Халифа в Дубае. Тому очень повезло, он буквально выпрыгивал из окон и бегал по отвесным стеклянным стенам здания. Владельцы были рады такой рекламе, пока не узнали о том, что нужно будет разбить несколько стекол ради фильма, но все же разрешили снимать. Возможно, это был самый эффектный трюк, который актер когда-либо выполнял в кино. Ради него актеру пришлось провисеть снаружи небоскреба несколько рабочих смен, потому что вертолеты могли зависать в воздухе максимум на полчаса. Камеры разряжались, поэтому сцену снимали маленькими фрагментами. Том Круз тренировался несколько месяцев перед съемками, но все же оказался не готов к порывам ветра на такой высоте, и в результате несколько раз врезался в само здание. Между прочим, сцена, где Круз разбивает стекло снаружи, все-таки снималась в студии. А вот неудачный прыжок к своим, где его хватает команда, снимали на самом настоящем небоскребе. Все ради адреналина. Все трюки в сцене с погоней на мотоцикле в Париже в фильме «Последствия» Круз, как обычно, выполнял сам.
Актер ездил без шлема, каскадеры за рулем автомобилей были в основном местными, французами, и из-за незнания языка не всегда понимали, в какое время и где им нужно оказаться. Также отдельную опасность для актера представляли камеры. В моментах, где нам показывают Тома крупным планом, машина и мотоцикл были слишком близко друг к другу, любое движение рулем и все могло закончиться плачевно. Плюс иногда съемки проходили рано утром и на брусчатке была роса. А иногда снимали и после дождя, так что из-за влажной дороги возникала еще и опасность заноса. Но между прочим, в этом фильме Круз прыгал с парашютом с высоты 7,5 километров. Для прыжка актер использовал технику Халла, как сотрудники армейских подразделений. С помощью этой техники прыгают с большой высоты, а парашют раскрывается очень низко. У актера он раскрылся на 600 метрах от земли. А для съемок этой сцены актер совершил всего-то 106 прыжков. Но одной из самых опасных сцен в этом фильме является погоня на вертолетах. Чтобы вы понимали, для получения лицензии на управление вертушкой требуется минимум 3 месяца обучения. Но мы же с вами говорим о Томе Крузе, он справился всего за 6 недель. Чтобы получить сертификат пилота, он занимался по 16 часов в день с 2 профессиональными экипажами. Актер исполнял сложнейшие трюки, пролетал в тесных ущельях и подбирался опасно близко к скалам. И все это ради нас, зрителей. И, конечно же, ради новой дозы адреналина. Ну и как все, я уже думаю, знают, на съемках боевика «Миссия невыполнима 7» Том Круз снова поднял себе планку и совершил прыжок в пропасть на мотоцикле. Данный эпизод снимался в Норвегии, где на популярной у бейсджамперов горе был сооружен внушительный трамплин, который и был использован для прыжка. Те, кто видел это действие со стороны, говорят, что актер повторял данный трюк 4 раза, пока его и режиссера отснятый кадр полностью не удовлетворил. Хотелось бы отметить, что данный трюк стал одним из самых опасных в жизни актера. Перед прыжком актер много тренировался, прыгал с парашютом со скалы, чтобы уточнить направление ветра и выбрать наиболее удачные ракурсы. Сам фильм «Миссия невыполнима 7», в котором команда Итана Ханта вновь будет спасать мир от различных угроз, должен был выйти в прокат летом 2021 года. Но из-за эпидемии болезни съемки были отложены почти на полгода, а сам релиз перенесен на осень. Возможно, я не упомянул еще парочку его трюков, но в любом случае вы можете написать о них в комментариях. А также, если видео вам понравилось и вы узнали что-то новое для себя, не поленитесь и поставьте лайк. А с вами был Мик. До встречи.